Этого очень простого и очень вкусного рецепта я беру небольшой кусочек мяса, 300 граммов. Мясо нарезаю небольшими кусочками. У меня это свиная вырезка, но вообще мясо может быть любое. Разница будет только во времени приготовления. Кастрюлю с толстым дном ставлю разогреваться на достаточно интенсивном огне. Затем наливаю в нее пару столовых ложек растительного масла. У меня это оливковое масло. Нарезанное мясо выкладываю в кастрюлю. И недолго жарю его, помешивая. На большом огне оно очень быстро белеет. И в нем запечатываются соки. Это как раз то, что нам нужно. Как только мясо запечаталось, я немного посыплю его черным молотым перцем. И сразу же немного посолю. Перец раскрывает свой аромат на горячей сковороде. И у нас такой замечательный аромат. Я беру одну луковицу. Лук нарезаю мелко. Измельченный лук отправляю к мясу. Какую-то минуту пассерую мясо с луком, вместе опять-таки помешивая. А теперь одну морковь я натираю на мелкой терке, потому что у меня так больше любят. Измельченная морковь, конечно же, также идет в кастрюлю. И опять какую-то минуту всю эту ароматную красоту я пассерую, помешивая. Затем доливаю сюда горячей воды, так, чтобы она покрыла мясо и овощи. И оставляю тушиться под крышкой на небольшом огне. Мясо скоро станет мягким, пора нарезать картошку. Картошки беру почти килограмм. Картофель нарезаю небольшими кубиками. Сколько нужно тушить мясо, чтобы оно стало мягким. Это напрямую зависит от того, какое мясо вы используете. У меня свинина стала уже мягкой, и я высыпаю сюда картофель. А теперь добавим любимые приправы для картошки. Я кладу 2 черных перца горошком. Также высыпаю 1 чайную ложку сладкой молотой паприки, чайную ложку сухого укропа. Добавляем лавровый лист, у меня он мелкий, поэтому я кладу 2 штучки. И, конечно же, посолим по своему вкусу. Дальше я все перемешиваю в кастрюле и заливаю горячей водой так, чтобы вода покрыла овощи с мясом. Накрываю крышкой и тушу на небольшом огне. Выглядит это вот так. А пахнет наше блюдо очень-очень аппетитно. Ну вот, картошка стала мягкой. Все ароматы, вкусы перемешались между собой. Всего несколько ингредиентов, но получается такая вкуснятина, не оторваться. Замечательный ужин или обед, который понравится всей семье. Вы видите, что готовить такую картошку очень просто. Я рекомендую вам приготовить и попробовать. А также я рекомендую вам подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы дальше видеть новые, простые, вкусные рецепты. Ставьте лайк под видео, пишите ваше мнение в комментариях. Я желаю вам приятного аппетита, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Мы с вами увидимся, как всегда, в следующем вкусном видео.